Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Так как очень много получилось в комментариях таких запросов, чтобы я показала стежки декоративные, хотя их куча в интернете, но если вы хотите от меня прямо именно, то я, конечно, с радостью, с удовольствием, мне не сложно и даже приятно. Вот я сейчас делаю, я буду, знаете как, я буду первые там 3-4 стежка делать медленно, без ускорения, а потом следующие в более ускоренном темпе, в 2 раза ускоренно, но чтобы сильно не затягивать видео, потому что и так они получаются вот с вышивкой, когда очень длинные и не оценивает, не все смотрят до конца, не у всех много времени бывает. Поэтому я, конечно, стараюсь сделать чуть-чуть покороче, а здесь получится, наверное, в 2 раза длиннее, чем обычно. Этот шов называется козлик. Но я, если честно, не все стежки знаю, как называются, но этот знаю. Здесь вот немножечко уже ускоренные. Он совсем простой. Получается вот 2 миллиметрика там, или миллиметрик, смотря что, как вы вышиваете, захватывается то снизу, то сверху, и вот так вот наискосок нитка идет. Я думаю, понятно. Ну, несложный. И мне очень нравится этот козлик. Он быстро получается. Очень многие спрашивают, какими я иголками пользуюсь. Ну вот обычная иголка с большим ушком, чтобы вот эта толстая нитка вязальная туда вошла. Обычная иголка. Следующий шов, я даже не помню, как он называется. Даже я, давайте не буду прям вот, какая разница, как называется. Вот просто делаю такую галочку сверху вниз, веду иголку, и она у меня, видите, как вот так вот над ниткой, и закрепляю эту нитку. Можно просто галочку, но я делаю, чтобы немножечко поинтереснее было, еще вверх делаю вот такую, и еще одну палочку. Можно сделать 2 галочки таких разной ширины и посередине палочку, тогда получится 5 лучей, как бы из одного места. Несложно, но я вообще пользуюсь простыми стежками, я какими-то мудреными, вот, ну, и я их сама, вот что у меня отложилось в памяти, то, что у меня уже автоматически получается, то и этого хватает для того, чтобы в результате получалась какая-то красивая штука. Для примера я буду вставлять фотографии своих работ, чтобы вы могли увидеть, как использовать и узнать те стежки, которые я сейчас вот на данный момент показываю. Вот на темно-синем фоне и козлик, и лучи из одной точки. Вот эти стежки я в вышивке использую. Они как веточки для цветочков. Можно сверху просто бисеринки пришить. И будет красиво. Следующий стежок, он похож на козлик, но только как вертикальный козлик. Сверху вниз вот так вот я вывожу, над ниткой иголку пропускаю, и точно так же снизу потом вверх. И тоже иголка у меня над ниткой должна быть. Вот. И тоже это все быстро достаточно делается, но это сложнее мне сейчас вот делать, потому что я стараюсь вертикально держать пяльца, чтобы видно было вам. Поэтому мне не очень удобно. Я их так немножко под наклоном как-то наклоняю. Я хотела сказать, знаете что, вот никогда не научишься ничего делать, пока сам не начнешь пробовать. Поэтому я вообще советую прям вот опять сначала видео включить тем, кто реально захотел научиться. И включить, перед этим взять в руки иголку, любую совершенно нитку, хоть даже обычную швейную, не обязательно какие-то специально подыскивать нитки для вышивания, там мулины, бежать что-то покупать. Обычными швейными нитками. Я начинала, вот тренировалась, когда первые самые стежки училась делать, обычными швейными нитками, потому что тут главное вот получить вот этот вот навык, чтобы вот рука сама уже знала, что делать. Видите, я показываю, что примерно одинаковое расстояние, причем вот в такой вышивке не надо совершенно вот прям точности какой-то.
Ну, конечно, желательно, но и будет красивее выглядеть. Но вот оно все равно выглядит красиво, даже если не выверено до миллиметра. Возвращаюсь к той своей мысли, что если вы не возьмете сейчас иголку с ниткой и не начнете повторять, то вы так и не научитесь. Вы так и будете говорить: ой, я бы хотела научиться, но вот все нет у меня времени, вот у меня нет, чего-то нету. На самом деле все есть у вас. Раз вы занимаетесь рукоделием, то у вас есть и нитки, и иголки, и кусочек ткани вы найдете, и даже пяльца не обязательно иметь. Можно начать пробовать вот просто вот с тем, что есть. Если пойдет у вас, понравится, никуда не денется вот это желание, ну, значит, все хорошо, и вы научитесь. Здесь вот в начале, в самом, я немножечко неправильно сделала, и я вот хочу исправить. Просто вот одним стежочком закреплю эту ниточку, чтобы вот она у меня была так же, как и все остальные. Следующий стежок у меня будет обычный тамбурный, называется. Вот из этих стежочков можно делать цветочки. То есть их, если по кругу пустить вокруг, ну, какой-то умозрительный центр себе представить, тоже он, он простой в исполнении, но он более долгий, чем, допустим, какие-то там тот же самый козлик. То есть, смотрите, я недалеко друг от друга вкалываю иголку, накидываю нитку сверху и вывожу иголку. И закрепляю этот стежок. Все, готово. Вот и также можно таким образом цветочки любые вышивать. Просто от центра, вокруг центра. Можно оставлять серединку, можно прямо из самого центра. Чем больше вы сделаете между вот точками вкалывания расстояния, тем шире этот лепесточек получится. Чем уже вы сделаете вот это расстояние между первыми нижними вот этими проколами, тем он более узенький получится, этот лепесточек. Дальше я то же самое показываю в ускоренном режиме. Как я и говорила, тут в 2 раза быстрее скорость. Но я хотела вам показать еще, что я делаю иногда, и многим очень нравится, когда я делаю вот из именно таких вот тамбурных лепесточков. Вот смотрите, я между 2 такими стежками втыкаю нитку с иголкой, и потом вот снизу поддеваю, который справа у меня стежок тамбурный, и потом сверху через левый стежок провожу в центр, туда, откуда начинала. И таким образом их объединяю. Я уже показывала в своих видео, если по кругу такую штуку делать, получается очень симпатично. И если, особенно, когда еще такой ряд таких же стежков, сверху еще один сделать и также объединить, получается как паутинка такая по кругу. Вот посмотрите, что я имела в виду. Для соединения можно нитки другого цвета использовать. Можно, ну, я, видите, прям вот острым концом иголки втыкаю и прям сразу даже так вот завожу. Вот, а можно ушком вперед, чтобы не цеплять за ткань. Здесь не очень впечатляет стежок, эти стежки, но так вот, ну, имейте в виду, просто в арсенале в своем можно иметь такой стежочек. Следующий я вот нарисовала волнистую линию и буду буду вышивать цепочку. То есть это те же самые тамбурные стежки, но только они идут один за другим, и получается, что цепочка. Я вкалываю иголку прямо внутрь вот круглой части своего предыдущего стежка. Вывожу, сверху накидываю на иголку опять нитку, чтобы у меня следующее получилось звено цепочки, и вытягиваю нитку. И таким образом вышиваю. Это можно все что угодно. И стебельки в разных растениях, и просто вот орнаменты любые. Ну, я использую этот стежок достаточно часто.
Поэтому я его показываю, потому что многие наверняка хотели бы тоже такой научиться. Я, кстати, хотела сказать, что вообще-то в Ютубе есть функция такая, то есть ускорить видео или замедлить видео вы можете. Я не знаю, как в Дзене, но наверняка тоже есть. И это вот, если вы в уголочке экрана, у меня в правом верхнем углу экрана такая шестеренка нарисована, как настройки, нажмете на нее и увидите там есть варианты со скоростью, увеличить, уменьшить скорость воспроизведения. И, соответственно, вы сами можете регулировать любые видео, где вам хочется получше рассмотреть что-то, просто замедлите их, и все, и будет вам счастье. Следующий шов у меня называется плюмаж. Я его показывать буду, а сама тем временем продолжу то, что я до этого говорила. Я, знаете, что хотела сказать? Что я попробовала сама замедлять, ускорять. Еще когда ускорено, вообще смешно звучит. Я такая быстрая, шустрая, такая быстро говорю, а это выглядит смешно. Но мне совсем не смешно, когда замедляется, и у меня голос такой получается, как у пьяной, как будто я еле языком ворочаю. И это слушать неприятно, поэтому я советую в этом случае убирать звук хотя бы, потому что это отвратительно, на мой взгляд. Этот шов называется плюмаж. Вот здесь справа на фотографии он шьется очень быстро, легко. Но это не важно. Я хотела сказать, что в этом видео у меня будет половина только моей вышивки. Вторую часть вышивки в следующем видео сделаю. Вот если вы обратили внимание, здесь получается форма такая цветочного горшка. Это будет у меня цветочный горшок. Нижнюю я сделаю козликом, еще одну линию. Вот, поэтому показывать сам процесс не буду. Покажу только вот результат и что я планирую. Вот смотрите, в результате у меня вот нижний козлик еще один сделала. И здесь наверху у меня в цветочном горшке будет клубничка с цветочками, с листочками. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите свои комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.